Всем привет! Наконец-то я сегодня могу показать вам что-то новое. Много заказов, много проектов, поэтому чуть-чуть не успевала. Но сегодня очень интересный проект покажу. Будем строить дом из вот такого плана. Мы можем его загрузить сразу же в Homestaller, попробовать даже так, вот так, например, импортировать план. И нам его тогда перерисуют. Так как у меня PDF, наверное, оно не загрузится. JPEG, PNG, а здесь DVG. Надо будет его переделать или просто нарисовать с нуля. Я люблю больше рисовать с нуля, потому что несколько раз пробовала делать вот так импортом, и оно не совсем правильно рисовало. Как мы это делаем? Мы смотрим на картинку, рисуем первую комнату. Размеры у нас есть 387,5 на 337,3. Здесь у нас еще есть двери, окна. Мы это тоже все дорисуем. Начинаем. Draw Room. Кстати, хотела поменять язык для того, чтобы вам было удобнее понимать, что я делаю. Поменяем язык. Я привыкла уже на английском, но могу и на русском. Итак, рисуем комнату. Сразу просто рисуем так, как получается, а потом уже подтягиваем размер. Для того, чтобы изменить вот эту вот размер вот этой стены, нам надо нажать на противоположную стену. Тогда меняется вот этот размер. Здесь у нас 3373 миллиметра. Пишем 3373. Дальше нажимаем на эту стену, чтобы поменять размер вот этой стены. Смотрим здесь 3875. И пишем 3875. Так, теперь у нас правильные размеры, но нам нужно в правильном месте еще вставить окна и двери. Смотрим. Здесь у нас дверь, которая открывается к стене. Мы ее ставим. И здесь, когда мы ее ставим, сама дверь 930, правильно, 93. Это с рамой. И высота 2 метра. Кстати, еще высоту потолка нам надо знать. Когда мы ее найдем, мы поменяем высоту потолка. Да, сейчас мы поставим двери. Дверь одиночная. Ставим ее сюда и меняем ее открытие, потому что нам не подходит открытие вот сюда. Флип, флип, есть. Здесь должно у нас быть что? 2927. Пишем 2927. Дверь подвинулась немножко влево. Дверь у нас по ширине 914 миллиметров. Здесь 930. Поменяем. 930. Ой, 930. И поменялась снова эта цифра. 2927. 27. Все. Так дверь стоит правильно. Хотя здесь вот 4 сантиметра должно быть. Я здесь не вижу 4 сантиметра. Здесь только 1,8, а должно быть 4,4. Вот так. Еще раз заглянем. Видимо, вот эта дверная рама все-таки шире. Потому что у нас должно быть 2927. А у нас здесь 2900. То есть 27 не хватает. Попробуем расширить тогда. Ага, уменьшить. Поставим 920. Вот эта панелька так неудобно выскакивает. 27, то есть не хватает еще 3. Значит, здесь мы делаем 904. Снова эта панель. 26. 2927. И 44. Все, есть. Дальше ставим окно. Иногда на планах бывают какие-то ошибки. Надо их уметь вот так вот подправить.
окно располагается так, что с этой стороны у нас остается 709 миллиметров. Берем окно, ставим его сюда, пишем 709. А с этой стороны должно быть 2316. Нет, у нас 2185. Ширина окна 981. 981. Тут поменялось. 709. 2185. Правильно. Идеально. Оставляем так. Одна комната у нас есть. Теперь вот эти стены, которые внутри находятся, они в 2 раза тоньше, чем вот эта стена, которая наружу. Нам надо будет эти стены уменьшить. Мы нажимаем на нее и ставим 120 миллиметров. Здесь так само. Кстати, размер сразу же поменялся. Правильно? Ага. Надо было сделать так, чтобы он не менял размер нашего помещения. А ну-ка вернем. Теперь правильно. Но мне не нравится то, что меняется размер помещения. Тогда я пока не буду трогать, оставлю. Дальше делаем комнату, которая рядом находится. Вот эта манюсенькая. И здесь у нас получается... Ага, она не такая манюсенькая. 1245 миллиметров. Вот эта ширина. 1245. А здесь 4096. Ну, давайте начертим 4096. Берем вот эту стену, и к ней не получилось. Нам нужно прям за ее вот уголочек взяться. И нам надо не комнатой, а стеной, потому что будет двойная стена. Нет. Вот так. Теперь вот эту стену надо увеличить до 4096. 4096. И не в ту сторону. Опять же. Ага. Давайте тогда так сделаем. Оставим. Нажмем сюда. И сколько у нас здесь? 1245. Это как-то маловато. Но здесь именно такой. Ага, вот 2308. Тут что выше надо смотреть. 2308. И поведем еще вот так наверх, для того, чтобы можно было поменять размер вот этой стены. Если я нажму на эту стену, то тогда все смещения пойдут вверх. Если я нажму на эту стену, то при изменении размера вот этой стены слева все пойдет вниз, 4096. Чтобы у меня не менялся размер того помещения, которое я уже сделала, то мне надо было начертить до конца, для того, чтобы нажать именно на вот эту стену, и все подвинулось вверх или вниз по вот этой стене. Хорошо, это мы начертили. Теперь нам нужно поставить дверь так, чтобы здесь осталось 456 миллиметров. Берем двери. В какую сторону они у нас там? 456. Открываются туда, к стене. Меняем. Есть. 456. Здесь должно остаться 2726. 2710. Значит, двери у нас 930
930. Здесь поменялось. 456. 2710. Да, так и должно быть. Угу. Здесь у нас еще окно. Окно 130 миллиметров. Нет, это не 130 миллиметров. Оно у нас 124. Да, это тоже как-то маловато. Ну, сейчас попробуем. Может и 130. И должно остаться 346. Попробуем. 346. Что с окном? Триста сорок шесть, а здесь 717. Вот так. Мгм. То есть само окно должно быть примерно, ага, ну вот 1245. Значит, вот та верхняя цифра есть. Именно вот эта цифра. Ага, она вот пометила. А это, наверное, его высота. Так, следующая комната. Здесь у нас, нам надо начертить от нее, от этой комнаты вот такой квадрат и поставить стены 1983 вот здесь. Чертим. 1983. Ну, где-то здесь поднимем. Здесь нам нужно подвинуть. Вот. Теперь надо посмотреть, сколько вот эта стена. Наверное, вот это. 246. 24, 64. Ой. 24, 60. Ага, оно подвинет тогда вот это, а нам его нельзя двигать. Нам надо двигать эту сторону. Тогда мы отметим вот это. Вот так. И здесь у нас будет полностью закрываться на вот этом месте. Тогда еще одну стену проведем. И подвинем ее ниже. Вот так. И вышло у нас 24,64 и 19,83. Все правильно. То же самое ставим окна и двери. Дальше продолжаем так само. Я ускорю как бы видео. Все понятно по тому же принципу. И продолжим уже, когда я начертю вот здесь все. Переходим к созданию второго этажа. Первый этаж у нас полностью готов. Я даже тут немного порасставляла мебель. Теперь как нам строить второй этаж? Здесь есть вот такая кнопочка «Добавить этаж». Добавляем верхний или нижний. Нам нужно верхний. Когда мы это нажимаем, появляется точно такой же этаж, как и тот, который мы уже построили. То есть планировка точно такая же. Вот мы сейчас посмотрим, показать оба. И выглядит вот так. Понятно, что вот эти двери нам уже не нужны. Вообще у нас там по плану и окна эти не нужны. Это все можно корректировать. Вот так. И потом мы поставим все так, как нам нужно. Перейдем опять в 2D режим. Удаляем все стены внутри, так как у нас будет там все совершенно по-другому. Так. Вот эти стены можно соединить. Соединить стены. И выбираем 2 стены. Так, что-то тут не так.
Попробуем еще вот так вот. Вот. Все равно не светится. Ну и ладно. Выпрямить, выровнять, соединить. Разделенная стена. Ну, если появился пол, значит все стены соединены. Далее смотрим, где у нас окна. На данный момент мои окна находятся в крыше. И по плану высота стены у меня всего лишь 300 сантиметров, 30 сантиметров. А все остальное это крыша. Поэтому вот здесь можно поставить видимость стены 300 миллиметров, а минимальная у нас 1500. Тогда придется делать это по каждой стене отдельно, иначе оно не даст. И вот здесь так. Вот мне не нравится, конечно, что она не соединяет. О, теперь работает. Не на все, видимо. Вот. Это то, что надо. И здесь тоже. Но здесь чего-то не работает. Большинство есть. И посмотрим на вот так. Теперь можно поставить крышу. Крыша ставится вот здесь автоматически. Выбираем, куда ее ставить. Выбираем тип крыши. И у нас появляется крыша. Вот это потолок, который у меня здесь остался из-за того, что у меня была другая высота крыши. Это от того, что у нас уже стояло. Но его не будет видно на рендерах, поэтому он нам как бы не мешает. А внутри у нас все равно будет полностью крыша. Вот так. Дальше, что мы делаем дальше? Мы делаем планировку. У нас здесь, в принципе, планировка попроще. Здесь одна большая комната. И мы ее точно так же рисуем, как мы рисовали первый этаж. Вымеряем. Я здесь уже набросаю как есть, чтобы мы быстренько перешли к интересным частям. Ну, вот примерно вот так. Потом примерно вот так. И что еще? И тут у нас еще санузел внизу. Лучше это сделать по-другому. Вот так. И что еще? И здесь у нас тоже закрывается и двери. Ну, вот сделано так. Дальше. Все эти проемы. Здесь у нас дверей нет, здесь просто проем. Здесь у нас стена должна быть примерно 900 миллиметров, так как здесь идет антресоль и должно быть видно первый этаж через антресоль. Сейчас мы это все сделаем. Здесь ставим дверь, здесь ставим проем, дверной проем. Вот, вот так вот, так как двери здесь нету.
Проемчик надо немножко подвинуть. Вот так. Мгм. Здесь получается коридорчик. Сюда выходит лестница. И здесь еще одна дверь. Вход в спальню. Вот такая выходит планировка. Мгм. Теперь насчет лестницы. Здесь есть такой вот инструмент. Он называется напольный проем. Как мы с ним работаем? Мы его кладем туда, где у нас должно быть отверстие, и делаем его размером. Вот у нас примерно вот так вот. Даже мы много сделали. Для того, чтобы просто сюда выходила лестница. Я его так потяну. Во. И здесь у нас выходит лестница на второй этаж. Второй напольный проем у нас будет здесь, так как это у нас антресоль. То есть здесь у нас ничего нету, и такой как мини-балкончик, с него должно быть видно первый этаж. Это здесь. Вот. И именно так и должно быть. Вот эту стену, как вариант, можно удалить и установить сюда деревянный заборчик. Так даже будет красивее. Например, мы сделаем так. Вот. И на это место можем поставить эту стенку. Конечно, дотянуть надо будет. А сюда можно поставить деревянный забор. Это будет у нас фэнс. Не такой. Я бы поставила совсем просто деревянный. Вот такой даже. И увеличим его до наших размеров. Чуть-чуть меньше. И посмотрим, на какой он высоте. 2259. Ага, сильно высоко. Мы его ставим на высоту 0. И теперь он у нас здесь отлично стоит. Вот эти, конечно, все скосы, это очень неудобно с этим всем работать. И еще один нюанс, который здесь есть, это то, что окна поставить в крышу мы тоже не можем, потому что такого варианта пока в Хомстайлере нет. Надеюсь, что скоро появится. Я им написала техподдержку. Они написали, что мы рассмотрим вашу заявку. И теперь у нас, в принципе, рабочее пространство есть. Рендеры делать можно. Даже при том, что у нас нет окон, можно всегда найти выход. Например, я нашла такой выход. Как я сделала? Я просто нарисовала вот такое окно. Его видно, я могу по нему ориентироваться, и мне понятно, где оно находится и как под него можно подстроить дизайн. Но на рендере как бы здесь не видно через окно улицы, неба, внешней стороны нашего дома. Но я вот такие окна расположила, и потом можно будет сюда что-то добавить. Я еще думаю, как правильно это сделать, но в принципе уже начало положено. И на рендерах оно уже как-то и выглядит. Вот. Вот так.
Поэтому выкрутиться всегда можно. А когда я уже сделаю финальный вариант своих рендеров, то покажу, как это выглядит. Сейчас еще работаю над дизайном этого дома.